Мы все, к сожалению, пытаемся привязаться к кому-либо или к чему-либо. Даже не осознавая то, мы, подавая своим инстинктам, мы пытаемся повлиять на что-то, или кого-то. Мы пытаемся создать вокруг нас поле из людей, или же вещей, которые мы сможем ассоциировать как свои. Но за правду же при таком акте мы теряем не только себя, но и других, пытаясь облепить свою идентичность чем-то внешним. Это как облеплять столб объявлениями. В конце концов забудешь истинный цвет столба, как бы там и ни было. Да и пытаться повлиять на людей, чтобы они были с вами, чтобы слушали, уважали, да и просто-напросто иметь какое-то влияние на них, это сумбур, который не приведет ни к чему хорошему. Знаете, это как пытаться вот такой тоненькой ленточкой привязать пчел и, можно сказать, завербовать ее к себе, чтобы это была не просто пчела, была ваша пчела. Вы перестали быть личностью, а были личностью с пчелой. Быть может, даже вы попытаетесь какими-бы методами заставить, скомандовать ей, чтобы она собирала нектар, пыльцу, только с определенных цветков, которые у вас есть. Сады, быть может, даже самых убогих, которых вообще больше никто не трогает. И также вдобавок пытаться заставить ее делать мед прямо в банку, чтобы вам вообще не пришлось париться. Вкратце, чтобы вам было удобно. Пчеле на самом деле важна и нужна своя свобода. Своими упреками и попытками ее сдержать вы тратите свое время, ресурс, энергию, и также отмирает естество у пчелы. Она создана, чтобы летать и собирать пыльцу там, где она посчитает нужной. Если же ваш цветочный сад ей не подходит, то не нужно обижаться или пытаться ее поймать. Мол, почему ты, скотина такая, не хочешь садиться на мои цветы? Примите, что у каждого свой мир, и они не должны пересекаться насильно, как бы вам ни хотелось. Это же вызывает такой дисбаланс. Про людей также можно сказать, знаете, можно рассмотреть жизнь людей как вектора, которые имеют направление, которые то пересекаются, то идут параллельно, то, может, вовсе даже не пересекутся никогда. Некоторые векторы были суждены иметь всего одну точку соприкосновения. Вот встретились, и все. Как-то помогли друг другу, провели с тобой время, и все, дальше пошли. Некоторые векторы были суждены встретиться, пройти какой-то путь, действительно, и потом разойтись. Другие же встретились один раз, и все. И дальше уже неразлучно, да только ты не знаешь, когда закончится эта параллель. Может быть, она не бесконечна, а пройдет лет 10, 20, 30, и все. И потом конец. И они опять разойдутся. Не будут идти вместе. Интересная вещь — это когда векторы идут параллельно друг другу. Вам может казаться, что персона всегда с вами, и судьба будто бы сводит вас. Постоянные встречи, случайные переезды в одни и те же города. Не знаю, прошлое похожее. Да только не всегда можно категоризировать вот эту синергию, будто бы, когда ты видишь, что человек, он будто бы со мной идет. Но будто бы он близко, но он не с тобой. Знаете, я размышлял на эту тему, и мне пришла такая мысль, что векторы могут идти в одном направлении, да. Они могут быть параллельно, тоже. Но, может быть, им не суждено быть вместе, то есть быть другом, женой, мужем, партнером в общем и целом. Это просто как вы будете видеть друг друга всегда. И будет казаться, будто бы ваши жизни пересекаются, но я не могу назвать это судьбой. Ведь не всегда это обязательно судьба. Иногда это просто параллельные линии жизни. И как море видит небо, так и небо видит море. Но это не значит, что они будут вместе. Умение отпустить ситуацию, человека, обстоятельства — это
неимоверно важное умение, которое, как я считаю, нужно овладеть любому человеку. И это приведет человека к... Я бы назвал это внутренним покоем. Зачем надевать на себя кандалы, которые будут только и дело тянуть вас вниз, которые привязаны к чему-то, либо к кому-либо? Я бы, знаете, что сказал, иногда приходит такой момент, что ты не знаешь, решится эта ситуация, либо нет, что вообще происходит, ты не понимаешь, ты находишься в мире, будто бы который тебя поглотил в темноте, и ты не видишь свет. Но знаете, что скажу? Все ситуации решаемы. Это мы себе придумали, что они нерешаемы. А если действительно ситуация никак не может разрешиться вашими руками, вашими обстоятельствами, и вы сделали все, что можно сделать, то зачем переживать и париться? Скажите, пожалуйста, зачем? Вы же не можете на это повлиять. Отдайте это в руки Всевышнего, внешнего. И просто будет как будет. Вы уже сделали все, что можно, и вы можете сделать абсолютно все. Понимаете? Вы способны на великие дела, и вы способны совершать абсолютно все, что вам придет в голову. Марка Разумного. Да. И если что-то пошло не так, значит так и должно быть. Вот и все. А если что-то идет не потому, как надо, просто понимайте, что вы это можете сделать. Как говорится, если Бог вам послал испытание, значит, Он верит, что вы это можете сделать. А значит, так и истина. И я бы сказал, что все это в деле восприятия. То есть, что же делать, спросите вы меня, если что-то происходит не так? Если нужно отпустить кого-то, то я бы сказал, нужно влиять на свое восприятие. Нужно расти, взращивать, улучшать, видоизменять свое мировосприятие так, чтобы это пришло к такому моменту, когда вы становитесь собой, и вы становитесь единым целым со всем вокруг. То есть вы личность, но вы соединены со всем. Если это как-то можно понять. Мы часто пытаемся удержать какого-то человека. Пытаемся не отпустить его, ведь мы так уже припекли к нему, к ней. Вам очень тяжело отпускать. Да, только знаете что? Если ты действительно дорожишь, ценишь, любишь человека, ты желаешь для него всего самого наилучшего, и я бы назвал, что высший акт любви — это делать так, чтобы человеку было хорошо. В первую очередь, если вы его любите, если вы им дорожите, цените, будь то друг, подруга, жена, семья. Ну, про семью немного по-другому, наверное, но не суть. Ведь нужно делать так, чтобы человеку было хорошо. И если для человека лучше, чтобы он ушел, так тому и быть. И это будет наивысшим проявлением вашей любви к нему, а не в попытке так вот взять, заставить быть рядом. Это также относится к друзьям. Если человек уходит, не держите его. Для него это лучше. Если дороги суждены пересечься, они обязательно пересекутся еще раз. Если же нет, то понимайте, что это просто был путь, который вы проделали вместе, который дал вам что-то, дал человеку что-то, когда вы человеку что-то дали, даже, может, не понимая этого. И просто идти дальше, ведь вас ждет еще очень-очень многое. Обстоятельства, да, все будет как будет. Ты даже не представляешь, каково разнообразие и многогранность жизни. Ты можешь думать и рассчитывать 1000 разных исходов, и как с ними справляться, а придет, 1001. Ты можешь строить большие планы, а Бог только что и сделает, что посмеется. И все же я верю, что важнее это иметь направление движения, а остальное корректировать уже по ходу его. Знаешь, раньше, уходя в море, почти невозможно было бы предугадать, будут штормы или штиль. Главное — это цель, конечный пункт, а остальное уже по ходу дела разберемся. Да, ты знаешь базу и что может произойти, но не всегда этого достаточно. Важно знать, что все решаемо, и ты посилен абсолютно всему. Отречься от внешнего, людей, материальных благ. Многие думают об этом, уйти в монастырь и все. Я же смотрю на это как на истинную свободу. Когда ты понимаешь, что ничего тебе не принадлежит, и ты ничему не принадлежишь,
Кроме Бога, конечно. Да это дает истинную свободу жизни. Ты начинаешь плыть по течению мироздания, а не быть камнем, заросшим водорослями на дне реки. Плывя по течению, ты понимаешь, что как ты никому не должен, так и тебе никто ничего не должен. Это дает тебе силу, ведь ты понимаешь, что ты никому не принадлежишь. Ты только свой. Да, ты можешь думать, что ты кем-то являешься для кого-то или наоборот, написывая, звоня, пытаясь получить что-то с человека. И все же факт в жизни в том, что как и он свободен, так и ты. Ты просто накладываешь на себя эти кандалы, цепи, чтобы только подстроиться к своим накопленным схемам жизни. Поэтому ты и пытаешься показаться, не плывя по течению, а чтобы кормить свои цепи. И нет, я не говорю, что проявляться это плохо. Я лишь говорю, что сиять внутренним светом – это естество. А вот пытаться показаться, понравиться другим, себя проявить – это уже искусственность, что и делает из себя этакий камень. Пусть даже этот камень не будет нравиться другим. Вы знаете, из утонувшего в болоте дуба делают шикарные столы, ведь это становится мореной древесиной. И люди готовы заплатить за это большие деньги, чтобы получить такой шикарный стол. И вроде как ценность этого увеличилась, и все. А с другой стороны, если посмотреть, как себя дуб-то чувствует, будучи утопшим уже. В конце концов, знаешь, сияй своим светом и отвяжи себя от кого-либо или чего-либо. Хотя бы попробуй сделать это ментально. Ты никому не обязан, и тебе никто не обязан. Помни это и всегда держи в голове. И самое главное, отрекись от контроля, от постоянного контроля. Просто плыви по течению и наслаждайся жизнью, пока она есть.